一定可以带领大家走出乾坤问题谷。是你！不要！这一战，秋儿为什么要拿枪指着东岸？希望你将来能真正放下仇恨，用生命去守护所爱之。Новая серия Боевого континента 2 все еще посвящена финальному испытанию в Долине Чувств. По сравнению с оригиналом, в аниме снова произошли кардинальные изменения, из-за которых легко запутаться. Показано, что Тансан все же избивает Хуихао. В трейлере вновь появляется Тансан, однако на этот раз в облике бога Асуры. С первого взгляда кажется, что он испытывает Хуихао с помощью убийств и возрождения. В оригинале Тансан действительно жестоко проучил Хуихао в Долине Любви. Но в аниме это испытание совсем другое. Тансан не избивает Хуихао, а наоборот дает подсказки для успешного прохождения Долины Любви. Поэтому странно было бы, если бы он вдруг резко сменил поведение и начал убивать зятя. Так что трейлер выглядит весьма запутанно. Также появляется культовая техника Бибидун, Ад Ракшасы. Она уже была в первой части Боевого континента, в финальной битве богов, и визуально запомнилась многим. В трейлере видно, как Хуихао постоянно уклоняется от атак, будто сражается с этой техникой. Некоторые предполагают, что его отправили в финал первой части, где он должен сразиться с армией нежити под управлением Бибидун. Когда он уже почти проигрывает, внезапно появляется Тансан и эффектно спасает его. На первый взгляд, такой поворот кажется логичным, но если подумать, тут полно сюжетных дыр. Если Тансан помогает Хуихао, почему он не пошел помочь своей родной дочери, Вандунер? Ведь сейчас и она, и Хуихао проходят испытания. Родная дочь ведь должна быть важнее будущего зятя, разве нет? И разве это не явная помощь извне, то есть просто чит? Раз уже показали технику Бибидун, вполне вероятно, что она появится и в самой серии. Ведь в Боевом континенте 2 любят вытаскивать персонажей из первой части, ради поднятия большего интереса, а Бибидун все-таки одна из самых популярных героинь вселенной. Пока Хуихао проходит испытания, начинается бой между Вандунер и Ванцюэ. Ранее Вандунер плакала, но сейчас она уже горит боевым настроем, надевает боевой наряд клана Чистого Неба и вступает в схватку с Ванцюэ. В трейлере она даже говорит: «Победа в этом бою будет за мной». Во время боя приходит сообщение от богини любви. Хуихао находится при смерти, но Вандунер и Ванцюэ все еще не могут решиться. Затем слышен встревоженный голос Ванцюэ: «Дунер, что ты делаешь?» Хотя в трейлере не показали саму сцену, мы догадываемся. Вандунер, скорее всего, жертвует собой ради спасения Хуихао. Получается, что в этом испытании любви и чувств в долине все выживают, кроме нее. Рассмотрим, как же в оригинале произошла смерть Вандунер. Голос сверху сказал, что они обе любят Хуихао и выглядят одинаково. Однако только одна может быть с ним. Оставшаяся в живых будет иметь право остаться с ним, а сам Хуихао не будет знать, что случилось. Другими словами, выживет либо Вандунер, либо Ванцюэ. Если же они не захотят сражаться, обе останутся здесь навсегда. Пожалуй, это один из самых сложных выборов в их жизни. Что же они решили? Они не бросились друг на друга, а обе развернулись и подошли к самому краю. Ребята, нашел для вас топовый сервис, который реально облегчает жизнь всем владельцам PlayStation и Xbox. Если вам нужно пополнить счет, купить подписку PS Plus, Xbox Game Pass или даже игру, Купи-код справится с этим быстро и по лучшей цене. Сам уже проверил. Заходим на сайт, выбираем нужную подписку или сумму пополнения, вводим данные, применяем мой промокод KINOMIX и получаем дополнительную скидку 2%. Оплата проходит моментально, а подписка или деньги сразу появляются в аккаунте. Купи-код работает уже несколько лет, у них более 25 миллионов успешных пополнений, поддержка 24/7, все максимально прозрачно, доступно даже в Турции, Украине и Индии. Ссылка на сайт и мой промокод в описании и закрепленном комментарии. Экономьте на играх и подписках уже сейчас. Вандунер поняла, что долина пытается помочь. Это место создано для проверки чувств, а не для их разрушения. Оно наказывает только тех, кто отвернулся от любви. Они не спешили сражаться. У них произошел душевный разговор. Ванцюэр рассказала, почему ее внешность – точная копия Вандунер. Она сама ее выбрала. И Ванцюэр не хотела лишаться Хуихао. Это она спасла его в источнике льда и огня, когда Хуихао выпил оттуда.
Ван Цюэр спасла его, потому что рядом был еще один цветок, убитое горем алое сердце, которое она сорвала для него. Ван Цюэр скормила ему растение, это спасло ему жизнь. Ван Дунер молчала, увидев слезы Ван Цюэр. Обе испытывали искренние чувства к Хуэйхао. Да, им пришлось начать сражаться. Ван Цюэр использовала золотое копье дракона, а Ван Дунер – молот чистого неба. Это было потрясающее зрелище. Две могущественные девушки, одинаково сильные, не уступали друг другу. Этой дуэли между ними не будет конца. Поэтому голос прозвучал, что Хуэйхао сейчас на грани смерти. Он выживет, если одна из них готова пожертвовать своей жизнью ради него. А в это время Хуэйхао проходил жесточайшие пытки от Тан Сана, согласно оригиналу. Что же решили девчонки? Хуэйхао увидел в проекции ледяной пик, а также Ван Дунер и Ван Цюэр, которые сидели рядом. Их разговор тронул Хуэйхао до глубины души. Ван Дунер сказала Ван Цюэр: «Неважно, кто победит или проиграет, я верю, что мы все равно будем хорошо к нему относиться и будем любить его. Цюэр, у меня только одна просьба. Если я умру, не говори ему, как я умерла. Просто скажи ему, что я пропала. Таким образом, по крайней мере, он все еще сможет найти покой в своем сердце. В будущем ты должна любить его». Хуэйхао громко закричал, однако он не мог повлиять на то, что происходило. Кровавый свет вспыхнул, когда копье Ван Цюэр вонзилось в руку Ван Дунер. Однако Ван Дунер оставалась такой же спокойной, как и всегда. Хуэйхао закрыл глаза от муки. Он не мог заставить себя смотреть на страдания Ван Дунер. Ван Дунер была его любимой. Однако что насчет Ван Цюэр? Именно она подарила Хуэйхао его текущую жизнь. Если бы не Ван Цюэр, он бы умер в источнике льда и огня. Должен ли Хуэйхао ненавидеть Ван Цюэр за причинение вреда Ван Дунер? Он не мог этого сделать. Для Хуэйхао было невыносимо, если любая из них пострадает. Но потом произошло что-то невероятное. Ван Дунер мирно лежала на руках Ван Цюэр. Хуэйхао был ошеломлен. Он не мог поверить сцене перед ним. Ван Цюэр тоже плакала, пока несла Ван Дунер. Слезы текли по ее щекам и капали на тело Ван Дунер. Наконец Хуэйхао подполз к ней. Ван Цюэр присела на корточки и передала Ван Дунер Хуэйхао. Прямо сейчас она не дышала, однако ее глаза были широко открыты. Несмотря на то, что она уже была мертва, Хуэйхао все еще видел нежелание и тоску в ее глазах. Что же произошло? Это не Ван Цюэр убила Ван Дунер. Нет, это было собственное решение Ван Дунер. Она не сдерживалась, лишив себя жизни. В этот момент ее глаза уже ослабли, а также кровь сочилась из 7 отверстий ее головы. Ван Дунер улыбнулась, но не закрыла глаза. Вместо этого она посмотрела в небо, на фигуру с золотым трезубцем в руке, а также она посмотрела на Хуэйхао. Ее последние слова были: «Я очень хочу любить тебя вечно». В этот момент золотой свет спустился с неба и быстро поглотил их. Звезды перестроились, и время было искажено. Никто не ожидал, что в этой долине Инь-Янь, проверяющей любовь, погибнет Ван Дунер. Хуэйхао крепко обнял Ван Дунер. Он чувствовал, что его сердце ушло вместе с ней. Дунер мертва. Дунер действительно мертва. Она мертва, потому что хотела, чтобы Хуэйхао остался жив. Внезапно Хуэйхао поднял голову и крикнул: «Дунер не умерла! Это долина Инь-Янь, проверяющая любовь. Вы можете оживить ее, верно? Пожалуйста, возродите Дунер. Я готов обменять свою жизнь и душу на ее». Все прошедшие испытания получили бесценные награды. Когда очередь дошла до Хуэйхао, Ван Дунер и Ван Цюэр, голос сказал: «Ван Дунер пожертвовала собой ради любви. Ее бесстрашный дух заслуживает похвалы. Я оживлю ее. Тем не менее, ты должен помнить сегодняшний урок и придерживаться своих слов, Хуэйхао. В противном случае ты столкнешься с более жестокими испытаниями в будущем». Услышав, что долина Инь-Янь готова возродить Дунер, Хуэйхао сразу стал полон энергии. Его слезы перестали течь. Лицо Ван Дунер восстанавливало свой цвет. Ее дыхание появилось. Хуэйхао наконец улыбнулся и обнял Ван Дунер. Внезапно голос долины вздохнул. Что случилось? Есть проблема с воскрешением Ван Дунер. Проблема? Какая проблема? Короче говоря, долина не смогла полностью вернуть Ван Дунер к жизни. Долина собрала ее жизненную энергию, но она утекает сама собой, словно она потеряла душу. Эта проблема исходит из ее собственного тела и была спровоцирована тем, через что она прошла. Долина не может разобраться, поэтому сказала, что Хуэйхао придется подумать о другом решении, чтобы поддерживать ее жизнь. Хуэйхао только что получил надежду, после чего эти слова поразили его, словно удары молнии. Хуэйхао чувствовал, что сходит с ума. Он быстро достал чудесную красную траву из источника льда и огня.
Ведь она оказывала чудесное лекарственное действие и могла спасти жизнь любого человека. Но даже это не помогло. Ван Дунер была подобна спящей красавице, лежащей в глубоком сне. Ее душа вся беспорядочна и дезорганизована, и это состояние не могут вылечить внешние силы. Голос сказал, что она будет в коме бесконечно долго. Вот это испытание, вот это страсти. Тан Сан тоже приложил руку ко всему этому. Что же произойдет с Ван Дунер? Напишите в комментариях, как вы думаете. Продолжение следует. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.